политику. Гарри Кимович, ваши, вот хотелось бы тоже, чтобы вы разделили какие-то события в этом году, положительные и отрицательные, именно во внутренней политике. По-разному на самом деле выглядит. Там из Госдумы видно одно, а мне как-то вот почему-то видно другое. Откуда видно? Мне просто вот на самом деле не из Госдумы, в принципе. Я и по стране поездил много, и в этом году, и в прошлом. Все-таки почти 30 регионов за 1,5 года посмотрел от Владивостока до Калининграда. Безусловно, произошло полное закрепление авторитарного режима, который сейчас делает все, чтобы стать несменяемым. Путина. Да, в данном случае путинский режим, хотя он не ассоциирует не только с Путиным, а конкретно с системой, которая делает все, чтобы выборы превратились в фарс. То есть дополнительные законы были приняты, проштампованы Госдумой. Делается это у нас обычно за буквально 12 минут, в принципе 3 минуты на 4 фракции. Очень много нарушений было в процессе принятия вот этих законов, всяких там антиэкстремистских и прочих, которые сейчас используются именно против политической оппозиции. Не знаю, о каких 300 предотвращенных терактах говорит Владимир Вольфович, конечно, там, наверное, секретная информация в Госдуме, но то, что сейчас антитеррористический центр занимается регулярным выслеживанием и оппозиционных активистов и предотвращением их участия в каких-то разрешенных конституционных акциях протеста, это очевидно. Но очень важно вы говорите о процессах, о событиях каких-то. Так это на самом деле, в принципе, это законы, которые принимались в этом году. Просто Владимир Вольфович сказал про одни законы, я говорю про другие, которые, например, там вот этот вот последний закон. О смене явки, наверное. На самом деле очень важен закон, который, там, скажем, любую критику государственного чиновника, считает проявлением экстремизма. Или, например, закон об экстремизме. Закон об экстремизме. Этих законов было много принято. Но еще параллельно принимались другие законы, которые власти реально и нужны, потому что власть у нас давно уже срослась с деньгами. Это классическая олигархия, сейчас в России правит. Это, все законы, которые... Лесной кодекс, водный кодекс, сейчас градостроительный кодекс принят. Это все позволяет власти делать практически все, что угодно. Вот у вас в доме там, или рядом с домом могут строить что угодно, хоть ядерный реактор. Экологические экспертизы отменяются. То есть идет тотальный процесс приватизации государства теми, кто находится сегодня у власти. Еще очень опасное явление, вот говорится, что с терроризмом стало лучше, вроде там в Чечне мы что-то порядок навели. Явление называется кадыровщина. Кадыровские бандиты просто уже наводят порядок, как они считают, в российских городах. Там вот разборка в Питере какая-то там по переделу собственности. Мясокомбинат Сапсон. В Москве просто не средь бела дня, это было вечером, тем не менее просто там выясняют отношения, совершают убийство. То есть на самом деле становится очевидно, что чеченская война закончилась для России поражением, потому что мы платим дань бандитам. Они просто поменяли форму сегодня, одели российскую форму, а для России это колоссальное унижение. И я очень боюсь, что эта тенденция в следующем году будет набирать силу, потому что Кадыров ясно играет в собственную игру. И никакого способа контролировать его нету. То есть он диктует условия. Гарри Кимович, я вынужден вас прервать. Мы сейчас выйдем на рекламу, а я бы хотел, чтобы вы с следующего рекламного блока, вернее, после рекламного блока, какие-то рассказали положительные события, если они, конечно, есть. Спасибо. Вы смотрите «Политкоктейль» с Филиппом Леонтьевым. Мы продолжаем общаться о внутренней политике и о итогах года. Мне кажется, Гарри Кимович, то, что вы сказали, что власть срослась с деньгами, это не отрицательный момент, а даже положительный. Потому что, не дай бог, если бы они были еще и без денег, то нам пришлось бы ожидать плохих событий, потому что эти деньги опять бы перетекали куда-то. И они перетекают сейчас? Как там тот же самый Лондон Макиавелли, там любая смена власти, это всегда падение рейтинга, можно сказать, государства, сила государства. И мне кажется, что люди, то, что у них есть какие-то деньги, это нормально. Мне кажется, что чиновники должны быть обеспечены, конечно, должно быть открыто, прозрачно и за счет заработных плат, а не других каких-то бизнесов. Гарри Кимович, какие-то еще положительные моменты вы находите? Я принципиально не согласен с тем, что тотальная коррупция в России это явление положительное. Хорошо, это вы сказали. Мне кажется, что очень важно, что на самом деле... Да, очень важно, что люди в России, многие сегодня, начинают понимать, что эта ситуация далека от иллюзорной стабильности виртуальной, которую показывают федеральные телеканалы. И в России начала потихоньку создаваться оппозиция, не та, которая обычно выпистовывалась в Кремле. И вот то, что
начала появляться вот такая политическая коалиция, как «Другая Россия», включающая разные совершенно политические силы, согласные с тем, что вектор развития сегодня страны принципиально неверен, и что нужно восстановить демократические нормы и решить самые горячие социально-экономические проблемы. То, что эти столь разные политические силы, как левые, и также и либеральные, смогли найти общий язык, и вместо вот этой традиционной конфронтации в России научиться искать компромисс, я думаю, что это на самом деле важный шаг вперед. И неважно, как говорится, как дальше будет продолжаться вот выстраивание этой конструкции. Появилась принципиально иная концепция, которая может принести успех. Вот я здесь не соглашусь. Неважно фамилия и название партии, но мы должны выбрать с вами. Очень высокий уровень демократии, и я за нее. Я со многими согласен, что происходит в нашей стране. Но чем выше будет уровень демократии, тем быстрее еще раз рухнет страна. Поэтому все, кто за свободы, за демократию, должны выбирать, в какой стране они хотят жить через 20 лет. В маленькой Московской республике, окруженной враждебными государствами, или в большой стране России, которая еще является большой. Вот этого мы не хотим понять. Царь был плохой? Согласен я. Кто пришел? Слабый Керенский. Он плохой? Кто пришел? Ленин и Сталин. Они плохие, Брежнев и Ельцин, да? Они ушли. Кто пришел? Ельцин и Путин. И опять мы все недовольны. Какой режим мы хотим? Если бы сейчас сказали, что мы испытали монархию, она сгнила, советский режим сгнил, демократия у нас не пошла, дайте нам Пиночета. Все, я бы пожал вам руку. Но вы снова хотите... За демократию, за Пиночета. Вы снова хотите развивать демократию, и вы правильно говорите, можно по-другому, другие демократы. Но итог будет один и тот же. Гибель нашего государства. Вы понимаете? Вот, например, проводим свободные выборы. Вы приходите к власти. Касьянов, Каспаров, Рыжков, Лимонов. Что будет со страной? Ей будет конец. Вы понимаете, что вы в Кремле посидите полгода, год, и все закончится крахом. Это Ельцин понял. Ельцин 9 лет был и понял, что если оставить демократов у власти... Каких демократов? Еще 5 минут я вступлю в ЛДПР. Ну я вам объясняю еще раз. Гарри Кимович, фамилия не важно, режим. Я говорю про режим. Что Россия не терпит демократии, она Я попробую гибнет. сейчас перевести. Я Гарри понял, Кимович, знаете, В этом смысл ее. я в состоянии Россия увидеть. всегда должна быть авторитарная, иначе ее не будет. Да давайте уезжать Владимир в свободную Польшу, Зачем? а России не будет. Владимир Зачем? Вольфович. Она не может быть демократической. Моя страна 25 лет Вы ее играла под флагом. уничтожите. Вы ее Никто уничтожите. не предлагает уезжать, это мы так, конечно, образно говорим. Я поддержу Владимира Вольфовича в каком плане? Я никогда себя не считал большим фанатом Путина. Ну вот на одной из передач здесь, которая была посвящена 15 лет договора Беловежских соглашений, здесь сидел... Горбачев не имел никаких денег, цены на нефть грохнулись, экономика находилась в кошмарном состоянии. Цены на нефть при Путине поползли вверх. У Путина бесконечное количество денег сегодня. И именно поэтому он в состоянии еще как-то ситуацию удерживать. Но то, что произошло за годы путинского управления, вот здесь я принципиально не согласен с Владимиром Вольфовичем. Это как раз обратный вектор развития. Вертикаль власти – миф. Все это на самом деле держится на соплях. И то, что мы ведем позорную политику на Дальнем Востоке, то, что, в принципе, фактически сдаем Китаю все позиции, то, что сегодня Чечня командует Россией, это путинская политика. Согласен. Очень много плохого. Но на весах у нас стоит очень плохое и крушение вообще. Понимаешь? Вообще крушение страны. Вот в чем проблема, что мы, если мы совершим сегодня Октябрьский переворот, как он был тогда, тоже говорит, слабый Керенский, все летит там тарары, ничего не получается, войну проиграли, везде банды, что? Кстати, давай, войну, вот они, большевики. Войну не проиграли, кстати. В 17 году войну выигрывали, между прочим. Я вам говорю, что ситуация была такая, солдаты возвращались с войны, бросали войну, все, и сказали, давайте настоящую власть, твердую власть. Сегодня 2006 года. На самом деле, все, мне кажется, все принципиально иначе. Во-первых, ельцинско-путинский режим, это, я бы рассматривал его как единую историческую такую субстанцию. Да, в принципе, да. Естественно. Я вот с вами не согласен. Нет, Я думаю, что это абсолютно, совершенно разные вещи. абсолютно не. Значит, Это демократия вызывает к вам осуждение. Если Ельцин демократ, а Путин продолжает его линию, то чего вы, демократы, недовольны? Почему демократы? Я вообще в парламенте не был. Нет. Ваша фракция проголосовала за все бюджеты, за всех премьер-министров, по всем принципиальным вопросам вы поддержали правительство, включая залоговую приватизацию, по всем вопросам. Так вы несете, почему я? Я не был в парламенте. Говорю. Подождите. Вы несете... Демократическая партия. Я говорю... Нет. Мы не говорим, Гарри, не о конкретных законах. Любимое вы не ЛДПР, демократ. любимое детище президента в России. Правильно, естественно. По всем вопросам ЛДПР всегда поддерживал власть, какая бы она ни была.
все акты ельцинской власти, кстати, против импичмента Ельцина, вы тоже, Тоже. Против голосовали. Не голосовали Владимир вообще. Владимирович пытается За не вспомнить. голосовали. Сели? Естественно, Да. да. Поэтому очень важно понимать, что сложилась определенная система, никакого отношения к демократии не имеет. Да. Абсолютно Да. никакого. Да. Эта система была авторитарной с самого начала. Да, Правильно? и это единственный способ существования России. Вы этого не можете понять. Нет, не могу, Вы потому что я отрицаете. вижу обратный результат. Я вижу. Да никогда другого в России Да не потому будет. что- Никогда не будет. Назовите период, когда Россия была демократической. Назовите. Когда? Когда она была Вы знаете, демократической? много стран никогда не были демократическими. Например, Тайвань никогда не был демократическим. Туркмения. Вообще не является. Мы говорим про нашу страну. Мы говорим о том, что Назовите наша страна Да. не может сейчас плестись в хвосте развития. Нам нужна модернизация страны, а не чудовищная коррупция. Эта власть, во-первых, вы говорите про власть, которая укрепляет страну. Но не может укреплять страну власть, руководство которой держит свои деньги, личные средства за рубежом. Вот О, отсюда вот. причина, Так давайте, почему встаньте. она не может по-другому действовать. Как не может? Вы называете эту Может причину? быть, вам одну партию Что организовать, если если вы согласны? все деньги за рубежом и оттуда контролируют нас, что мы должны сделать? Путину вопрос. Вот ровно это мы и хотим. Мы хотим, чтобы Россия стала самостоятельной, а не такой, как она была при Ельцине и Путине. Когда путинский Вот дружок давайте. Абрамович или его дружки, Ковальчуки, и брат, берем вариант. Тимченко. Эта власть, связанная с Западом, и деньги там, мы ее обрываем. Это власть коррупционная. Согласен. Согласен. Мы ее уничтожаем. Что мы с мы ней делаем? Ну что мы с ней делаем? Уничтожаем ее. Что мы Мы не делаем? делаем, мы проводим нормальные выборы. Если вы победите на И выборах... вы побеждаете на выборах. Вы как чистые интересно. демократы. Да нет, побеждаете. нет понятия чистый демократ. что у такое нас чистый Они демократ? не готовы Это убеждать. такое же, нет, это такое же Я бессмысленное еще слово, раз, как фашист. объявим свободные выборы. Объявили, И отлично. проиграет и Путин, и партия «Единая Россия». Кто приходит к власти? Не знаю. О, ЛДПР. а это видишь, как Видите, хорошо. Может быть, вы даже. Видишь как? Может быть, даже вы. Видишь как? Может быть, даже Значит, вы. давай, подожди. А что Огромная вы? страна. А вы хотите к власти прийти? Подождите, огромная Хотите к власти страна. прийти? Мы убираем Власть хотите прийти? действующую власть. Да не убираем И власть. говорим. Власть уходит на выборах. всегда. Уходит. Да. Все, она ушла. Прекрасно, Пришли интересно. другие. Кто Так. пришли? Не знаю. Голодранцы, бедные, ничего не берут, ничего не знают. Все уезжают из России. Все с деньгами. Какие кошмары. Уезжают. А куда же Кто? они поедут? Они поедут туда, где их деньги. А Уже вот уехало тогда? 15 миллионов. Еще уедет 10 миллионов. Вы останетесь с Санпиловым, с Шандыбиным, с Лимоновым. И Жириновский. Со И скинхедами. Жириновский. И Жириновский. Со скинхедами. И с вами. Вот в чем А вы проблема. тоже, вы тоже едете? Нет, мы будем отстреливать вас. Кого? Вас, Нас. здесь оставшихся. А вы знаете, что могут стрелять по очереди люди? Вот, и конечный итог, гражданская война. Так это то, что за Путина. Вот то, что вы хотите сделать. Поэтому, вы понимаете? хотим поэтому ничего все Что идем кончится, голосовать всё. за Единую Россию. Все кончатся Жириновский гражданской войной. предлагает голосовать за Единую Россию. Нет, не Ну, надо. а за Не кого? надо. За Каспарова, что ли? Не надо. Нет, Я Каспарова, просто ему объясняю, власть- нет, вы объяснять что мне не надо. он прав, демократия плохая, но не хочет видеть конечный Нет, результат. нет Конечный демократии. результат – гражданская война, октябрь 17-го. Никакой гражданской войны. Гражданская А война так что будет? Гражданская война была, последний эпизод, в 93-м году, кстати, был. Да, между да. прочим. А почему он был? Потому что не хотели договариваться между собой. Да, и Правильно? сейчас. И сейчас. Так нет, это вы не хотите договариваться. Мы как раз считаем, что должны быть правила нормальные для всех. Кто победит на выборах, второй вопрос. Гарри, я объясняю еще раз. При нормальных правилах победит оппозиция. Или О! вы, или коммунисты. Никто другой не Коммунисты и победит. оппозиция, Зюганов в Кремле сидит вместе с Тем вами. более, что вы побеждаете. Все. Побеждаете только вы. Новое движение, другая Россия. И чем это кончится все? Я еще раз говорю. Что это кончится не для вас, для страны катастрофой. Вот это Вы жалко. взяли, я не понял. в принципе. Ну как опять? Вы опять кого Вы взяли? знаете, я Владимир видел Владимирович, Понимаете, что? Пока... Вы начнете борьбу с коррупцией, правильно? Начнете борьбу? А нельзя с коррупцией бороться? Нужно и нужно. И нужно, да? И вы начнете. Так. Вы должны будете убрать 1 миллион чиновников. Всех генералов, весь офицерский корпус, То есть всю все, милицию. сгнило. Все вы То уберете. есть коррупция хорошо. Россия стоит на коррупции. И Коррупция, будет коллапс. коррупция Всё. система в Вот России. пробки в Москве. Да, вот так пробки. будет все страна остановится. Все остановится. Вы так Ничего думаете? нет. Да. А может остановится? Всё остановится. А почему пробки в Москве? Всё остановится. Может быть, потому что она приватизирована Лужковым, Москва? Согласен. Убирайте московское правительство и рушится все в Москве. И все рушится. Да, вот в чем проблема. Вы это понять не можете. Нет, я как раз могу Я с вами понять. согласен Я просто, по всем я просто- отрицательным моментам, но диагноз таков, что если наводить порядок, то случится граждан или... то есть раковую опухоль трогать нельзя. Да. То есть, Всё, в принципе, время. Ну рак Время. смертелен, вы Нет, это понимаете? нет, это Да? деньги. А вы как Кашпировский будете Деньги. заговаривать ее опухоль, Если бы чтобы это она было бы уходила, рак, рак у одного человека, Да. он бы погиб. Но раковая опухоль, как вы говорите, деньги, это люди, Да люди не деньги. живут, Да наслаждаются. Да не работает система, потому что вся система нацелена на обогащение чиновников. Вы с этим согласны? Но это лучше, Согласен. чем гражданская война. Вы как не можете понять? Гражданской войны как раз не может быть, если мы все-таки попытаемся этого чиновника коррумпированного обуздать. Обуздайте. Так. Аресты идут каждый день.
Каждый арестовывают. Кого арестовывают? Да мэры разборки, городов, главы да администрации. свои разборки идут. между собой. Между собойчик там. Я вам говорю. Зурабов не поделился с Если кем-то. не между собойчик, Да. то это перестрелка на улицах. Вот Хамас и Фатх в Палестине. Вот там так, между да? собойчик. То есть вы строите систему такую, То чтобы есть сказать, вы что хотите нас Палестина? тронуть нельзя. Нет. Сейчас у власти Мы хотим Хамас. России как раз. Я вам говорю, Палестина никогда не успокоится. Никогда не И успокоится. если вы будете А вы действовать... строите систему такую, трогать нельзя, Да. тронете, все рухнет. Всё, да, Поэтому сидите да. тихо. А вы хотите мы будем- эксперимент? мы У не нас экспер- было два мы- эксперимента. Два было. Октябрь 17-го Да. и 91-й, 89-й, 90-й. Было уже. Если бы не было, я вас поддержал. В 91 году... Но дважды мы уже. Дважды Вынужден мы вас пытались. прервать на минутку. Это же проблема. Владимир Вольфович, В этом вы опасны. самая отличная передача, Да. это когда я вот могу просто стоять, бухать там и подливать гостям и ничего больше не делать. Ну, мы еще дадим немножко слова ребятам из зала. Дайте. Вот вопрос хотят задать. я готов. Да, Виталий Золочевский, Помолчать. Институт мировых цивилизаций. Подскажите, пожалуйста, вопрос господину Каспарову. Вы были участником марша несогласных под лозунгом несуществующей МБП «Сталин, Берия, ГУЛАГ». Вы тоже стали маргиналом? Или вы... с чего Подождите, вы- я еще не закончил. Не, ну вы я не закончил. передернули в вопросе сразу. Я не Что передергиваю, такое- я Нет, не Сталин, закончил. Берия, ГУЛАГ это не лозунг МБП. Так, дальше. Хорошо, да. Так. Вы тоже будете себя приковывать наручниками, там, я не знаю, захватывать администрации? И вообще, куда вы ведете свои пешки? Вы стали маргиналом? Так, значит, очень важно, значит, Сталин, Берия, ГУЛАГ, лозунг был поднят провокаторами, молодогвардейцами, причем в толпе, когда лозунг держится 90 секунд, камера российского канала должна была стоять в нужном месте. Да, Да, это была сделали типичная провокация, как и все, что показывают по телевидению. Значит, теперь молодые ребята из МБП высказывают свой протест политический. Это нормальное левое радикальное движение. Это не маргиналы. Во всем мире эти люди пользуются уважением. Они защищают общие права. Общие права. Они говорят про демократию, они говорят про возврат вкладов, которые, кстати, а что Госдума не следит за выполнением законов о возврате вкладов? Следим. Не следите! Следим. Не следите! Вам сколько лет? Мне достаточно, я помню, что 91 год. Через 20 лет и вам дадим. Да, не Сейчас надо. идет кому 70 лет. Давали кому 90, 80, Вот. сейчас даем кому Значит, 70 все лет. неправда, значит, потому что в 95-96 году были приняты законы о индексационном выплатах. Вы это не делаете. Ну, Гарри, в не 90 делайте. году мы приняли закон о отмене ратификации Беловежских соглашений. Это означает восстановление Советского Союза. Мы его восстановили? Нет. Мы же приняли. Сейчас есть 100 миллиардов в Март- стабилизационном фонде. Март Так. 90 года мы Значит, отменили Беловежье. Значит, в принципе, Поэтому законы многие не действуют. очень важно, что сегодня есть смелые ребята из разных организаций, которые отстаивают свои конституционные права. И говорят они именно о социальных лозунгах, а говорят не о себе, а о том, что можно и нужно сделать для всей страны. И то, что власть так жестко с ними обращается, это просто показывает, что власть боится любой формы организованного протеста. Не А боится. маргиналы не мы. Маргиналы это молодая гвардия наши, которые за деньги устраивают провокации. Власть не боится, Гарри. Она обеспечивает безопасность всех граждан. Вы видели безопасность? Всех. Вы 16 декабря на улицах Москвы были? Был. Были? Был. 8,5 тысяч. ОМОН, А собаки, зачем? Собаки, вертолет, колючая проволока, черемуха, тренировки, репетиции. А как же? А Репетиции. чего репетируем? Ведь я в 91 году ЛДПР, мы в открытую поддержали ГКЧП. Кто был прав? Мы? Ведь мы поддержали. Если бы ГКЧП выиграла бы, сегодня оставалась великая страна. И была бы другая экономика. Все было Вы были по-другому. за ГКЧП? Да, был за ГКЧП. Нас говорит, что мы фашисты. Запретили партию на территории Москвы на месяц. Оно прошло 15 лет. Ну все в порядке, Владимир Чё, Владимирович. С всё в вами порядке? ничего не случится. Так и Я сейчас. за вас я не Я волнуюсь. откровенно говорю. За вас я не волнуюсь. Подавлять любые выступления против власти. Самым жестоким образом сохранить страну, население, экономику значит, и вот, деньги. вот типичный момент. Значит, в принципе, Вот. значит, Подавлять. должны привлекать вас за статью по подрыву конституционного строя. Потому что вы сейчас... Я говорю в интересах государства. Не-не-не, вот это как раз та самая статья, по которой сейчас привлекают многих оппозиционных активистов. Правильно. Вы требуете Да, нарушать требую российскую дальше. конституцию. Да, требую Секундочку. дальше. Это очень важно. Вы требуете нарушить российскую Нет. конституцию. Нет, Почему? потому что вы говорите о том, что подавлять независимо ни от чего. Мы выходим в Вот полном на вас соответствии. уже есть уголовное дело, Владимир Вольфович, уже. Законы, которые вы же приняли, ваши же драконовские законы, мы все равно по ним действуем. И вы их же нарушаете. Вот Вы, царь. Лужков, Нургалиев. Царь не занял жесткую позицию, и рухнула Великая Российская империя. Горбачев не занял жесткую Да позицию. у царя немецкие Тоже. шпионы были в окружении. Так же, как Тоже. сейчас. Путин отчитывается в Вашингтонском обкоме. Поэтому вынужденная мера. Еще раз говорю, Гарри, не надо обманывать молодежь. Ведь миллионы нас услышат и увидят.
У нас с вами- миллионы благодаря вам У нас нас не видят. с вами, Это молодежный у телеканал. нас с вами, как разница, интернет идет. интернет Раз идет. он вышел сюда, уже через спутник можно и в А Австралию. давайте месяц поговорим вот так вот Да. на Первом канале. Интересно, сколько времени эти рейтинги будут держаться? Поговорим там о Пожалуйста, путинских я друганах, об согласен. этих миллиардах, Я говорю, о том, откуда у Абрамовича деньги. Все плохое, что вы говорите, Да. я согласен. Мы с вами отличаемся в методе лечения. Давайте представим У вас Россию не больной лечение. человек. Вы Больной готовитесь человек. к похоронам, а я хочу, Вы чтобы страна ожила. хирург, вы хирург, и я хирург. Вы говорите, надо Вы делать мясник, операцию. вы требуете Я топор. говорю, не надо А я делать. скальпель. Больной умрет. Вы говорите, нет, будем вырезать. Не хочу, чтобы больной умирал. Я даю лечение, и больной выздоровеет. Вы говорите, я сделаю операцию, мы не имеем права, у нас есть лекарства, по Конституции я имею право подойти к нему, имеете право подойти, я вас не пущу. А почему? Потому что вы уничтожаете больного. Нет. Все. Так вы... Да, вы врач, вы уничтожаете больного. Это Я силой отличный консилиум. вас не Консилиум. допущу. Да вы даете больному Каспаров и наркотики, Жириновский. морфий колите, чтобы никто Гарри, ничего не чувствовал. Государство имеет право принять меры Государство безопасности. имеет единственное В право. интересах большинства. Нет, это не большинство. Это кучка людей, насквозь коррумпированных чиновников, меньшинство, которое защищает себя. Государство имеет право выполнять закон, который существует Согласен. в стране. Вы, кстати, эти законы принимали. Да. Я требую ровно одного, чтобы государство защищало порядок законно. У вас есть проблемы? Вот так же говорили демократы в 88-м, 7-м, 9-м и так далее. Я не знаю, что При говорят выборах демократы, президента Ельцина они так говорили. Голосуйте за Ельцина, и страна расцветет. У нас будет демократия, Владимир Вольфович, ну вы рынок. всегда А я говорил, поддерживали власть, Ельцин я тоже. был его оппонентом, я говорил, Каким вы оппонентом голосуйте были? за Ельцина, Да. то страна рухнет, будет гражданская война, будут болезни, У вас в 93-м преступность. году была масса 91-й, возможностей. Господа, вы господа, победили на вынуждены вас 95. прервать. Давайте маленький Поэтому тостик. я был прав. Давайте вопрос. Я был прав. Нет, и давайте сейчас А тостик. вы до сих пор Тостик не за можете признать. консенсус. Да, И пожалуйста. выходим на рекламу. Да. У нас дискут идет и во время рекламной паузы, но мы все-таки дадим еще слово залу. Владимир Горюнов. Добрый вечер, Владимир Горюнов, Ассоциация политических экспертов и консультантов. А давайте мы попробуем распутать весь этот клубок, который здесь образовался в течение двух предыдущих частей передач. Да? Я согласен очень со многим, что говорили оба эксперта. Да? И Мы с вами эксперты. Политики, хорошо, извините, так сказать, я привык. И с тем, так сказать, как Гарри Кимович описал ситуацию в Чечне и с влиянием Чечни, да, и с тем, что, собственно говоря, многие вопросы, не многие, а практически все вопросы не решаются по, грубо говоря, причине того, что вся наша элита действует по известному изречению Матфея: где сокровище твое, там будет и сердце твое. А сокровище ее находится, как известно, за границей. Только у меня один вопрос-то, а кто в этом виноват? Гарри Кимович, а у господина Касьянова нет за границей никаких счетов? Гарри Кимович, я очень хорошо помню и 90-й, 91-й год. Вы были в самом руководстве демократической России. Значит, все эти, так сказать, всю эту систему отстраивали, если не вы лично, то ваши друзья, единомышленники, да, так сказать, по демократической России. Это их стараниями было, так сказать, создано. Значит, если что чиновники, так сказать, при Ельцине не воровали, они не воровали столько, но простите, зато, так сказать, вот ваши так называемые предприниматели очень здорово превращались в олигархов и вообще без всякого, так сказать, внедрения в страну уводили эти деньги туда же за границу. Владимир Вольфович, вы очень здорово ратуете за, так сказать, Россию, при этом вашими руками Владимир, и может, вашими забываем словами. вопросы. Давай по очереди. Тогда Гарри Кимович сейчас Я не ответит, а вопрос, ты я потом... делаю комментарий, да, я не вопрос задаю, я делаю комментарий. Вашими устами и вашими словами в этом году было, так сказать, есть осуществлено вопрос. колоссальнейшее же наступление на русское патриотическое движение в стране, да, и разгром, ну, так сказать, как бы вашу борьбу с Родиной все прекрасно все видели. Ну, Фальшивка Родина. вы скоро конечно, знаете, нет, это фальшивка. давайте не будем, так сказать, говорить, Это кто из Кремль нас фальшивка, сделал, да. Владимир Вас обманывали. Хорошо, В всяком всем случае, досталось. Родина, Обманули от вас вашей демократами. партии не голосовала против импичмента Ельцину, да, не надо. А вы голосовали против, когда, так сказать, не хватало у коммунистов. хорошо, Ну, я это достанется помню всем. все хорошо. Что же да? вы коммунистов Вот, поддерживаете, я не поэтому, коммунист? господа, может Вы быть, видите, что вы ситуация такова, что, да, Россия, наверное, так сказать, как бы станет другой возродиться, но после того, как ее возродится,
возрождать будут не те люди, которые сейчас в той или иной степени находятся либо у власти, либо у денег. Спасибо, Владимир. Спасибо. Гарри Кимович, вопрос. Вот, действительно, давайте попробую тоже отвечать, привести. потому что я считаю, что действительно Ну вот истоки сегодняшних проблем надо искать в 90-м, 91-м, 92-м, 93-м году правильно. А у вас был такой путь, я Нет, смотрел. во-первых, Он считает, что во-первых, все демократы тоже Нет, были не демократы. Нет, подождите, на самом деле... Вы же были и в ЦК, и в коммунистической партии Ну, СССР. естественно, было, что я себя Потом, герой не порчил, между прочим. Я в демократической партии выборы очень Гайдаровской. коротко. Нет, Гайдаровского выбора не было никогда. было, Не да. надо. Значит, в 91 году, на самом деле, произошло очень неприятное событие, потому что номенклатура, в принципе, сохранила свои позиции. Да. Вот, значит, очень важно Да. понимать, что то, за что ратовали в 91 году на Манежной площади, не было реализовано. Вот, Гайдара вот, и Чубайса вот. на Манеже не было. Это кабинетные чиновники, которые прошли через там приемную Бурбулиса к Ельцину и создали так называемое правительство камикадзе. Значит, я всегда говорю про это правительство, что те, кому там не повезло, стали миллионерами. Вот. Гарри, И- не надо нет, мелочи. Нет, это Человек задал вопрос, Правильно, что он все задал. то, что вы сейчас сказали плохое про нынешний режим, все это было сделано при Ельцине. заложено. Да, заложено. да. И, кстати, вот, Все. но подождите. И вы всё- правильно говорите, что они не были демократы. И вы не демократы. А нет, секундочку. И коммунисты в у нас отличие- не коммунисты. Подождите, я вообще считаю, Что делать теперь? На самом деле в России есть много разных людей. Вот понимаете, давайте вот честно скажем, если сегодня проходят свободные выборы, Да. вот просто свободные выборы в парламент. Побеждают две партии. Нет. КПРФ и ЛДПР. Значит, Всё, значит, вот значит, неправда. Никто Значит, больше. значит, Две партии. мой прогноз принципиально иной. Значит, на самом деле партий будет очень много. И КПРФ, и ЛДПР пройдут, безусловно, но не будет ни у кого явного большинства. Очень много партий, если всем дадут возможность участвовать нормально, без этих запрещений. И будет такой разношерстный партии. парламент. Правильно, Как было может, в первом парламенте, секундочку, 12 партий, и учиться, 12 и фракций. учиться договариваться все равно придется, Согласен. если мы хотим спасать свою Согласен, страну. но не Вот я так. же это делаю. Это власть вас боится. А вы- Я вас не боюсь. Как это, я не понял? Власть Так вы, боится. вы как раз и все... Они. Да вы боитесь, Поэтому что... из двух зол мы выбираем. Они не хотят, Да чтобы вы ж- было много. Владимир А вы хотите, Вольфович, чтобы вас было вам- много. Вы выработали удивительную форму, такое индивидуальное частное предприятие, в принципе, ЛДПР. Блестяще работает, блестяще работает. Должен сказать, что как бизнесмен вы удались. К политике это отношение, с моей точки зрения, не имеет, потому что вы точно знаете, что можно делать, а что нельзя делать. Интуиция феноменальна. Вот В отличие... опять. Вот, А это и есть вот политика. Со- Как вы не можете Соловьёв и понять? Мавроди... Политика это и Правильно. есть. Соловьёв и Есть два Мавроди в варианта. тюрьме, а вы в Или Госдуме. политика, или гражданская война. А у вас бизнес. Вот, У вас это, бизнес. А это и должно быть бизнесом. Ага, чем это должно Политика быть? бизнеса. А чем это должно быть? Чем? Нет, политика не может быть... А как она? Нельзя где, тор- она? А где она находится? Нельзя политика? как? Это Она- президент? Это что, не бизнес? Министр, Оп, это разве не оп, бизнес? оп, бизнес, Губернатор? оп, это бизнес. все бизнес? Конечно. Нет, как это? Бизнес. Экономика. Торганули должностью, Деньги. торганули Всё. должностью. Все продается и все покупается. Не, ну, бизнес А как? что, вам? Заиграно. А вам не платили за чемпиона мира по шахматам? Я выигрывал это. Да своей правильно, головой. и мы выигрываем, власть выигрывает. Нет, мы вас оболваниваем, мы выигрываем. Всё. О, и деньги вы получаете. всё, это И да, деньги получаете. Да, За да, вас. да. Нарушение закона, конституцию Да, нарушать, закон да. нарушаете. И вы нарушаете, Так вот, спортсмены нет. допинг употребляете. Ой, ой. Колосый победил. Какая разница? Ладно, давайте было дадим достоверно. девушке В футболе слово. 5 миллиардов, Владимир 50 миллиардов долларов. Я не в крутится. футбол играл, если вы не Господа, знаете. Может быть, вы не Везде заметили. теневой Послушаем, сектор. как устами А в семейной женщина жизни глаголит теневого истина. сектора. Владимир Что, Вольфович. все мужчины не имеют любовницы? Владимир Вольфович. Все имеют любовницу. Все имеют. Владимир Вольфович, Вы все чистые. пожалуйста, Все грязные. вопрос все воры. из зала. Нет, Владимир подожди, Вольфович, Весь мир. господа, Воры, Нет. лжецы и подлецы. Весь мир. Нет, Весь ну, мир. коллеги, коллеги. Все. Ну вы многое знаете на собственном опыте. Родильного Владимир дома. Вольфович. За вас, Сейчас я уберу, сниму за вас в микрофон, вы Баку, будете в родильном доме, ваши обсуждать родители здесь. платили. Акушерки платили. Вы что, не знаете об этом? Владимир Вольфович, Такой обычай. Берут Обычай. младенца, приезжают, нужно дать санитарки, акушерки. На такси вас везли. Платили больше, чем по счетчику. Вопрос, В ресторане Владимир Вольфович. давали денег больше. что вы Всегда. сделаете с депутатами, Везде которые не коррупция. слушают спикера? Тотальная коррупция. Вольфович Во всем Владимир. Вы как спикер, вице-спикер Госдумы, если вот депутат, Вы вы должны... отключили бы мой микрофон? Вы Я вам здесь сейчас включу все, вы микрофон. здесь все бомжи и шариковые. Если вы позвали одного гения, послушайте, я к вам больше не приду. Кстати говоря, я Я к вам абсолютно больше не согласен. приду. Я Ведь считал, Гарри что... Каспаров отрицает то, что я гений. Если я остался во власти, своё- а он не может пройти, он говорит, я плохой. Так пройди, как я. По-другому пройди. Я в свое время покупаю. считал, ОМОН! что Я не будем. Жириновский это шут Эти, Гороховой. как называют, Но дубинками по через голове. какое-то время, Будем. Владимир Дубинками. Вольфович, Смело вы Дубинками, за спиной дубинками. ОМОНа. А может выведете своих И он правда Касьянова, гений. и Я не- Каспарова, я не и говорю, он, Зюганова. он отлично транслирует мысли из Кремля. Вы путаете, Зюганов с вами у Путина Зюганов сидит. сегодня сказал в Ташкент. Человек умер в Ашхабаде, он даже не знает географии. Ничего страшного, вы Это тоже много не Шариков знаете. из деревни Мымри, Орловской области. Примитивный дегенерат,
Вот кто сегодня возглавляет А вы КПРФ. все Владимир а вы Вольфович, все столицы вопрос знаете гению республики, да? сейчас можно Да, задать? все столицы мира. Задайте, все столицы пожалуйста, мира вопрос знаете. гению. Давайте, девушка. Суринам. Девушку например. послушаем. Алена Кореницына, Российская правовая академия при Минюсте Российской Федерации. Гению вопрос или Каспарову? Нет, у меня вопрос к Владимиру Вольфовичу. А вот видите, Гению не сразу. хочет Каспарову. Задайте ему вопрос. Да нет, я хотела бы Он поинтересоваться революционер. у вас. Я давно слежу, Пожалуйста, интересуюсь пожалуйста. вашей карьерой. Вы добились больших успехов на политической арене. И у меня возникает закономерный вопрос. Как вам все это удается? Как вы все успеваете? Вы не могли бы Объясняю. При коммунистах появились демократы слабые, и я помогал коммунистам душить демократов. Потом победили демократы. Я стал демократом помогать душить коммунистов. Сейчас появился во время путинского режима Каспаров-Касьянов, я помогаю режиму душить их. Каспаровых, А потом Касьянов. будете помогать Каспарову, Касьянову душить коррупцию путинскую. И это и есть политика. Мы должны выиграть бой. И в бою не обязательно идти танками И не вперед. важно, кого душить. Нет. А идти за танками, да? Танки подавят, а мы придем потом. Идите вперед и погибайте. А Мы вы будем сзади. вас хоронить. Я очень люблю траурную почестями, процессию. с почестями. Очень люблю. Очень. Побеждать и хоронить – это единственное достижение России. Российское государство умеет побеждать. Мы только это умеем. Нам Берлин взять. И хоронить. И хоронить. Все остальное мы не умеем. Все остальное мы должны купить. Вообще, вы знаете, мы еще в Купить шахматы должны. играли, вы не заметили, наверное? Шахматы, да. Случайно мы прорываемся, иногда чемпионы мира. Вообще, На допинге. Но Да, на футбол допинге. и все остальное уже не получается. Ну, И сейчас шахматы вы выигрываете, потому что это великая страна, где сумасшедший дом всегда. И все шахматисты не сумасшедшие. Серьезно? Мы порождаем чемпионов мира. А когда уже играть уже классический вариант. Вот Какой футбол, классический вариант? любой другой вид Судью спорта, судью всё. купить, Вот, да? и даже это не можем. Даже это не Да, можем. уже не можем все. Вот Что же вы Олимпийские так- игры Что? нам не дадут провести в Сочи. Мы не умеем дать. Олимпийский комитет нужно что, всем заплатить. смысл, чтобы провести в Сочи? Я думал, бабки украсть. Нет, смысл, Распилить? чтобы провести сперва. Да нам кому не проводить надо? Там разрешат. Куршевель строит. Да не разрешат. Куршевель Бабки строит. Кому- потом. Кому же это надо? Гарри, Да. нам провести Олимпийские Так игры. цели такой нет уже. Есть цель. У кого цель? На будущий год Лозанне будут решать, где будут Олимпийские игры. В Зальцбурге, И- сами знаете. Да, поэтому я говорю, что мы не умеем. Даже дать не Вот можем дайте нормально нам взяток, задание взять Зальцбург, мы его возьмем. Или Лозанну. Но выиграть да? там. Вы ничего не возьмете там. Интеллектуальный господи. спор или по деньгам Всё мы уже- не всё- можем. Все разворовали в армии Правильно? тоже, под Гении, вашим. это делают гении. Гении. А вот Воруют. Шариковы, рабоче-крестьянская власть, которая в 17 году пришла. Которых вы обворовали. И сегодня продолжается, она ничего не может. И вы правы. Почему у нас с коррупцией нельзя бороться? Они примитивные Хорошая люди. пленка, знаете, Они она не 3 умеют. марта потребуется, Не 2008 умеют года. они даже брать, не умеют. Пока они вот так вот не насытятся, не сдохнут в деньгах, они не Господа, Это у вы о нас, ком? у нас осталось те, кто мало берется, времени. те, кто берет, я да. предлагаю по очереди сейчас, чтобы каждый из вас сделал какой-то, подвел итог этого года, там в баллах, там, не знаю, в долларах, в рублях, и сделал какой-то прогноз. Гарри Кимович, может быть, вы? Давайте, а то он скажет, что я ему мешал выступать. Мне такое могло в голову прийти просто. Не, ну я думаю, что сегодня Владимир Вольфович дал сказать мне больше, чем обычно своим оппонентам, поэтому я уже считаю это победой моральной. Я думаю, что совершенно очевидно, власть действительно взбесилась, в принципе, с этим мы согласны. Значит, в 2007 году начнется, уже будет продолжаться драка за власть, потому что непонятно, то ли Путин будет уходить, то ли они пытаются его заставить остаться. Уже по телевизору говорят про какие-то темные кремлевские силы. 2007 год, к сожалению, будет год нестабильности политической, потому что принять решение, которое позволило бы сохранить эту вертикаль власти, эта власть не в состоянии, и мы увидим очень много событий, вот как вот этой схватки бульдогов под ковром в Кремле, которые станут уже достоянием общественности. И я полагаю, что оппозиция, несмотря на то, что говорит Владимир Вольфович, она будет набирать силу, потому что совершенно очевидно, когда в Кремле идут процессы дезинтеграции, необходимо иметь какой-то центр кристаллизации. Оппозиция, я надеюсь, в 2007 году сможет предложить идею кристаллизации, идею сохранения России, а не разворовывания, растаскивания по частям, как это делает сегодняшняя власть. Спасибо. Значит, Владимир Вольфович. еще раз подтверждаю вывод Гарри, что он пытается сказать, что политика и бизнес – это разные вещи. Вся политика построена на деньгах. Вся политика построена на лжи и на страхе. Это было всегда и будет всегда. Если вы хотите политику без денег, без страха, А без как лжи наивные нельзя? девочки, А без выйти, лжи так нельзя, сказать. Владимир Я вам Вольфович? говорю, нельзя. То есть надо всегда лгать всегда. будет ложь. Обмануть? Коммунисты лгали, демократы, ЛДПР лгало. патриоты, ЛДПр все, лжет постоянно. Всегда. Я 15 ничего. лет. Вот зачем ты вот это переводишь? Я говорю про классический вариант. Второе. А вы не Седьмой год. Гарри Кимович, Почему дайте сказать. вот опасный Гарри, Каспаров, Касьянов, другая Россия? Действительно,
в Кремле есть силы, которые хотят спровоцировать на введение по-настоящему тоталитарного режима. И за деньги, он даже не знает, Гарри Каспаров, подсылают к ним нацболов, скинхедов, создают обстановку в стране, смотрите, фашисты. Смотрите, что происходит, что они хотят. Они даже это не понимают, что они слепое оружие для тех темных сил в Кремле, которые заставят Путина перейти. Фамилии. Не надо фамилии. Называйте фамилии, вы же все знаете. Опять. Я вам говорю про суть, что вы сами против чего боитесь, против чего выступаете, способствуете приходу их к власти. Нам нужно создать ситуацию. Их, тех, кого вы ненавидите. Те, которые хуже. Фамилии. Опять фамилии. Называйте фамилии. Ну разве дело в фамилии? Нет, именно Какая фамилия. разница, кто вас будет бить дубинкой по спине? Ну, Петров, Сидоров, Иванов. Какая разница? Мы говорим про принцип. Принцип. Что вы своими действиями действительно подведете ситуацию, и действительно в стране будет диктатура. Вы же будете виноваты. Мы будем виноваты. Конечно. А если мы будем вести себя нормально, в рамках закона, вот вам надо разрешение, получайте, проводите митинг. Ну, говорите, только шествие, не дадите, будем идти. Закону. Будете стрелять? По закону. Нам мы тоже просили, нам не дали. Мы провели только на площади, все. Это ваша проблема. А что вы хотите спровоцировать? По закону. По закону? Да. Любое правительство может дать провести шествие за пределами города Нет, Москвы. вы прочитайте Почему? закон, который Что, принимается. написано точно в центре Москвы? Где Там угодно. Нет, прочитайте закон. просите Вы в иногда центре читаете Москвы. законы, которые Я принимаете. читаю, я вам еще раз Федеральный говорю. закон 54. Любой Прочитайте его. 2004 орган году. власти имеет право перенести место проведения Нет. и время. Время, да. А формат нет, не имеет права. Я говорю Формат еще не раз. имеет. Формат не Формат. имеет. Не имеет. А место? Я говорю про место. Правильно. И Вы же в понимаете. течение 3 дней должен сообщить информацию об Да. этом. Не сообщил. Формат не имеет права Вы менять. понимаете, что я Я вам не еще раз понимаю. говорю. Я законы читаю. Формат может быть какой вы хотите. Правильно. Но Вот место проведения вам дадут Капотня, вы там сами не пойдете. Все, вопрос закрыт. Они дураки. Они вам дали бы Капотню, вы бы сами сказали, мы не пойдем, там вопрос закрыт. Нет, дураки это следующий вопрос, следующая категория. Господа, давайте в политике это и есть. Залыч, У Владимир нас Вольфович. сегодня Они- в политике Шариковы. Это кто, Лужков вы имеете в виду? Я имею в виду Вы сказали всех, про московскую всех, власть. Всех. Все чиновники. Они Все Шариковы, тупые и голодные. И их можно убрать только через гражданскую войну. Лужков не И похож на гражданская голодного. война опасна. Мы с ним перестреляем Да и снова друг Фролков другу. тоже. Вот в чем проблема. Посмотрите Господин биографии. вице-спикер, Все можно они вопросы дети зала? рабочих крестьян. Владимир Вольфович, Все необразованные. У всех нет генетического Да Путин кода. на 2 языках говорит. А кто у него отец? А я не знаю. Рабочий. Вот так, Не да? академик, не гений. Рабочий. Простой рабочий ну, Ленинграда. Ну, только у ваших Вот детей всё. отец гений, мы же знаем. У меня мой дед фабрикант, а мой отец окончил 2 факультета французского университета. ну давайте уже Все документы в личное не будем Документы сейчас погружаться. интересно, Вопросы что из самое зала, интересное. пожалуйста. Документ. Давайте. Добрый вечер, меня зовут Артем. Вот, у меня небольшое, скажем так, подведение итогов этой передачи. Вы сегодня обсуждали подведение Вот итогов. гений, а не Шариков. Понимаете, вы здесь болтали, а люди будут подводить сейчас итоги передачи. Нет, ну я хочу Правильно, не правильно. подвести итог, а, собственно, спросить об итоге года. Вот, и спросить вопрос такой, а политика и вот там Дума, какие-то движения, там шествия наши, против наших, еще за кого-то, зачем? Для чего вы вообще? Отвечать вы будете? Я буду. Нет, я Пожалуйста. задал вопросы и вам, Пожалуйста. Владимир Вольфович, и вам. Значит, все эти вот наши, молодая гвардия, это власть делает в ответ на Нет, то, что стоп, делают вопрос другие. не власть. Для чего вы, как политики, существуете вообще? Для выражения общественного мнения. Социальные группы не могут анархически выходить на улицу, что-то говорить. Нет, как же бизнес, Владимир Вольфович? Создаются разные политические Следуя вашему движения. разговору, то, что я слышал на передаче, Да. то есть вы обсуждаете то, что политики, там, коррупционеры, там, не Как и коррупционеры. граждане. Стоп. Это в первую очередь граждане по Конституции. Но во вторую очередь это люди, облеченные какими-либо полномочиями. Так вот, какими полномочиями вообще вы облечены? Вам передает свою власть народ. Ну, как следствие демократии якобы, да? Ну. Вот, соответственно, а чем занимаются политики? Мы видим склоки, то есть распри между партиями. Так вы что, выражаете волю народа? Фактически народ должен за вас выходить драться? Или что? Если вы вообще, не зачем, хотите споров. зачем вы? То есть мы Если, существуем... если даже 2 партии, уже будет спор. Нет, уже будет спор. нет, Если вы хотите простите, тишины, есть 2 группы людей, да, которые выражают. Вот я выражаю волю Владимира Вольфовича, предположим, ЛДПР, Да. и другая партия, так, Нет, то есть группа людей, по сути, выражающая волю Гарри Кимовича. На да? самом деле, господа, Почему? уже Это что времени значит? на Конфронтация этот между ответ нами? уже нету. Я прошу прощения. Да. Вопрос Зачем? на самом деле деле, понятен для объясняю. чего. Расскажите
скажите, зачем любые вы партии созданы для существуете? того, У чтобы вас есть дискутировать и право приходить к раз в власти. 4 года выбирать А политическую я хочу структуру. каждый день иметь право. Все анархия. понимаете? Нет, раз в 4 года. То есть И вы потом мы будем запрещаете делать. Владимир Путин, Потом мы да? будем То делать есть я только могу то, раз в 4 то, года, что мы решим получается, делать. да? То, что мы решим. Если за 4 года вам не нравится, вы за другую партию будете А голосовать. если хочу завтра? Что завтра? Ну, чтобы не было вас, Психушку, например. Склифосовского. А, спасибо. Я, к сожалению, господа, время нашего эфира истекло. Гарри Кимович, прошу прощения. Я предлагаю выпить все-таки за то, чтобы мы пытались достигнуть хотя бы какого-то консенсуса. Да. Ну и за победу, за нашу победу. Да, давайте. Чтобы все-таки Спасибо. была свобода. Что опьяняет сильнее вина? Лошадь, женщина, власть и война.